Привет, мои хорошие! Приветствую вас на моем канале. Сейчас хочу предложить расклад для червовых дам. Давайте посмотрим, будут ли перемены в жизни классные какие-то, да? Вообще, какие перемены грядут? Хочется посмотреть, естественно, на короля, чтобы король появился какой-то. Ну, а также про все, про работу, про жизнь, про все, что карты скажут, да? Так. Давайте будем сейчас рассматривать. Загадайте себя, пожалуйста, мои хорошие. Свое имя проговорите, настройтесь и берем подсказочки, да? Так, ну что ж, поехали на червовую даму. Ой, сразу выпало, сразу. Скорее всего, будут и перемены, будут новое что-то входить в жизнь, потому что очень открыта дама миру. Ну, хочет дама перемена. Когда человек хочет, то они приходят. Так, да, потому что бывает в самом конце колоды, тогда вот как-то все как-то затягивается. Здесь должно... Ой, ух ты. Так, уже разложу, потом буду рассказывать. Так. Угу. Ой, ну что ж такая пика тут полезла, а? Что ж такое? Нам не надо, но она выпала. Ну что ж, будем читать. Так. Под сердцем у дамы свои хлопоты, своя жизнь, свое движение, да? На сердце. Перевернуто сердечко. Дама не чувствует себя счастливой. Вот любовь. Все как бы из-за любовных дел, а также возле работы. Крестовую масть очень часто мы рассматриваем как масть работы, масть движения. Тоже какой-то туз. Возможно, есть переживания, либо какие-то перестановки по работе, да, какие-то, может, перемена работы, допустим. Она может и хорошей быть, даже до повышения, но человек волноваться вполне может. То есть вот и по любовным делам как-то, и по рабочим, что ли, по деловым есть тут удар, вот переживание на сердце. И то волнует. Так, на сердце. Ой, то есть в голове. Тут выпал король какой-то. Король крестовенький идет с хлопотами. Конечно, если его еще нет, то он скоро будет. Потому что мы, в общем-то, наше гадание мы смотрим вперед. Да? Что будет? Вот что нам интересно. То есть тут идет какой-то король. Крестовенький. С хлопотами, с действием, с активностью. Он выпал с 3 пиками. 3 пики у нас. Это очень часто застолье. То есть, возможно, будет какое-то знакомство с королем при застолье. То есть на дне рождения, на каком-то фестивале, празднике. Нужно чаще где-то ходить, где-то бывать. Потому что в окружении пики больше нет. Это однозначно идет застолье, праздник, веселье, пирушка. Что-то такое. То есть обратить внимание вот на мужчин, где при застолье будете там знакомиться, там проводить время, там танцевать, общаться, обратить внимание, какой-то король идет. И будет активно даже как-то действовать, хлопоты, как-то вот направлять в сторону дамы, что-то вот там предлагать, там я знаю, что мужчины говорят обычно и делают, да? Так. Ну, тут у дамы, смотрю, какая-то бубновая жизнь, может, любовь забыта, уже притоптана, может, какой-то давний король, дороги к ним сердечные, там, казенный дом, может, был какой-то на работе роман давно, да, ну, притоптано что-то, а может быть, это и какой-то дамы жизнь, да, бывают люди, девушки там ссорятся, женщины тоже не общаются, да, ну, в общем, что-то бубновое такое притоптанное есть. Так, что было? Полностью своя карта, то есть сама себе режиссер. Свои разговоры, свои встречи, свои надежды, свои планы. Вот. Так, в голове надежды и какие-то планы, мечты как бы на мужское общество были, но они были пустыми. Но это мы смотрим прошлое. В настоящем, то есть в ближайшем будущем король идет. Пустые надежды были. Конечно, вторым слоем информации, может быть, это показана дама, какая-то дама не очень приятная в жизни нашей червовой дамы, да, есть, может, даже с обманом, что ли, каким-то неприятным чем-то. Вот, ну, очень похоже на то, что это все-таки пустые надежды на короля были.
Также показано какой-то еще благородный король, но это деловые дороги. Возможно, это, конечно, и работа. Деловые дороги, благородный король-шеф, да. Но может быть, конечно, и родной человек, отец, либо дедушка, да, с ним что-то связано, куда-то надо ехать, что-то помогать, как-то какие-то активности делать. Вот. Может еще показывать какого-то короля. Возможно, было что-то, например, в переписке какой-то постарше гораздо, либо иностранец, да. Вот, может быть, такой был король вот давно, и что-то такое, как бы не сколько реально, а может вот какое-то просто общение, да. Так, на будущее. Ну, я вижу тут у дамы есть переживания, и вот они транслируются, связанные с какой-то другой дамой. Может, по работе кто-то, да, есть переживания на этот счет о какой-то даме. Так, с Крестовым будут разговоры и встречи. Очень это будет для нашей дамы Червовой неожиданно. Прям вот как снег на голову. Вот это и знакомство будет неожиданное такое вот. Знаете, вчера еще не было, а сегодня уже есть король. И неожиданные с ним встречи, все. Вот. Но вот обратите внимание, почему выпадает вот эта вот пиковая дама, да? Может быть, как кто-то будет там или завидовать, как-то вмешиваться, обратить внимание. Также обратить внимание, чтобы у короля не было какой-то дамы другой, да? Очень на это обратить внимание. Так, ну, тут встречи какие-то печальки. Возможно, дама будет доверять кому-то свое сердце. Так, идем дальше. Ну что ж, король есть на пороге, да? Вот, даже будет такой довольно-таки активный и неожиданно все будет. Ну, побольше надо даме чаще бывать где-то в людях, где-то вот, где-то там, где можно все-таки познакомиться с королем, да. Если сидеть в доме, никуда не выходить, ничего не предпринимать, то можно и не встретиться с королем своим, потому что куда-то надо идти, чтобы его там встретить. Угу. Взаимное будет притяжение, взаимный интерес, то есть, ну, одинаково понравятся люди друг другу, да, ну и хорошо. Так, пиковая выходит, отлично. Вот они, встречи будут у дамы с королем. Сердечные дела будут налаживаться все-таки, вижу. Вот. Так, ну вот какие-то слезки кому-то. Так, ну что ж, продолжим. Так, случилось, оборвалась у нас запись. Пришлось почистить телефон. И пишем дальше. Ничего, так бывает. Это техника. Так, смотрите. Дальше мы пороем эти наши карты и идем просто в дальнейший расклад. Правильно? Идем дальше. Хлопоты взаимные будут. Да, какие-то движения с крестовым королем. Конечно, пики много. Дама как-то вообще не верит дама в себя, в свое какое-то прекрасное будущее. Ну, это же какой-то жесть. Столько пики сложилось тут в куче. Но хочу сказать, вот эта пика, она все-таки нивелируется вот этим пиковым валетом. То есть я вижу у дамы переживания и сомнения, да, переживания, сомнения по работе, переживания, сомнения связаны с мужчинами, да, много проблем, какие-то удары, но на все это, вот это тот случай, когда пиковый валет вовремя приходит, он вот все это нивелирует. Тут вот придет момент, дама поймет, что все эти переживания были, в общем-то, напрасными. То есть все нивелируется, это плохое. Жизнь будет делать все-таки выход на новый уровень, где будет нормально. Вот. Этот момент придет. Так. Дальше. Нужно пережить, что сделать. Бывают такие моменты. Вот полоса белая, да, полоса серая. Никогда не говорю черная, говорю серая, но реально все мы понимаем, что ну бывает такое, да? Итак, для дамы, для сердца, для дома. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Все будет все равно хорошо. Так, поехали.
Ой, для дамы, вот он идет опять, этот король, встреча с ним, вот оно, общение, встреча, свидание. Прям в первой строчке, ну и хорошо. Угу. Так. Так. Ну что ж, что я вижу? Во-первых, вот он идет крестовый, да, встречи с ним, разговоры с ним. Разговоры выпали рядом бубновые. Интересно, что это будет, конечно. Возможно, с этим королем будет знакомство как-то все-таки по работе связано. При застолье, но на работе тоже люди отмечают, да, и дни рождения, все, что хочешь. Потому что семерочка бубновая, это вот такое вот что-то вот, ну, такой деловой разговор, скорее всего, да. Так. Вижу, что дама вот еще разговаривает с кем-то, что-то вот про деньги, да. И разговор не очень-то приятный идет. Так, здесь вижу, когда-то был король, другой еще, вот он бубновый, пустой. То есть, ну, с ним не получилось. Давно, возможно, было дело, но не получилось с ним, он пошел на пустое. Может быть, даже с ним что-то связывало большое, ценное, бумаги там, может быть, был муж, и роспись была, может быть. Вот, но это все пошло на пустое. Вот, так. Может быть, просто был с предложением, да, не обязательно действительно была роспись, а он шел с предложением, но не вышло, не получилось, не срослось. Так, дальше что? При встречах у дамы с другими мужчинами, что ли, вот какие-то есть проблемы, да, были, вернее, это на прошлое выпало. При контактах, при разговорах, при встречах как-то вот много проблем. Вот реально вот десятка, да, пиковая. Это вот либо много проблем, много точечно так, либо одна большая. Но вот как-то вот не срасталось. Это прямо видно, да, вот эта триада так и говорит, что вот что-то не получалось. Но будет получаться, заходит король в жизнь дамы. Так, на будущее выпадает. Ну, тут мне понравилась, конечно, вот эта триада. Во-первых, тут показано, да, любовь идет с крестовым королем, дороги, его жизненная, а также, возможно, детская карта. Вот, потому что бубновый валет, это у нас бубновый, червовый валет, это все дети. То есть, возможно, вот уже по дороге жизни, когда входит другой король, не то, что другой, а король входит, да, крестовый в жизнь дамы, там уже будет нарисовываться и даже детская карта. Вот. В таком случае это у нас, конечно, идет жизнь этого ребенка, да, жизнь, девяточка. Кстати, вот сейчас я весь расклад просмотрела и понимаю, что, возможно, вот этот разговор крестового короля, да, то, что он транслирует вот эту вот семерочку бубновую, может быть, это и будет разговор вот о детях, да, может быть, он скажет, что вот я хотел бы семью, я хотел бы детей. Вот, смотрю, чем заключается этот весь расклад у нас, да, как будто вот такой король уже какой-то как семейный, который хотел семьи. Но дама, конечно, не верит никому, переживает. Очень много пиковой масти по ходу расклада было, конечно. Так, на триаду, где у нас король выпал, выпали хлопоты дамы. Ну, нормально, да, будут какие-то активности, хлопоты, движения. Так, возле вот этих слезок, да, каких-то выпал даже и удар. То есть, ну, это вот как-то деловой сферы касается. Что-то про деньги, да, какие-то переживания есть у дамы. Так. Возможно, даже долгие пустые надежды, да, на какие-то отношения. Вот оно, удар, вот они, пустые ударствования, да, связанные с надеждами на встречу с кем-то, с каким-то другим человеком, на отношения. Но, тем не менее, идут встречи, идут свидания, любовь идет. Идет десяточка, это больше, чем девятка, это лучше. То есть это не только физические там увлечения, а уже когда и душу любишь, да. Вот, еще какая-то бубновая дама идет. Ну, может быть, и подружка, и сестричка, какой-то человек еще рядышком, да. Так, вижу, что вот эти вот дела, так сказать, детские, если это мы можем читать как детскую карту, все-таки идет более на отдалении, туда дальше. Вот шестерочка пиковая всегда показывает потом, попозже, на отдалении, да. Но самого короля крестового я уже вижу более-менее близко.
Потому что очень быстро и дама выпала. Это значит, ее как-то проблемы более-менее быстро будут решаться. И сразу в голове выпал этот король, да, то есть, ну, скоро должно это знакомство быть. А уже такое более серьезное развитие, ну, так чуть-чуть там уже на отдаление идет. Вот особенно если речь идет о детской карте, то там чуть-чуть отдаление есть все-таки. Так, ну что ж. Пика отойдет вся, куда она денется. Все будет хорошо. Все налаживается, я смотрю, потихонечку. Вот. Много переживаний у дамы. Вижу так. Выходят эти валеты. Вышел пустой валет. Замечательно. Пусть он уходит и ничего нам больше на пустое не делает. Правильно? Вот. Не волнуйтесь сейчас. Вот король выходит. Ничего страшного. Важно весь расклад. Не только вот эти последние 3 карты, а как весь расклад показывает нам ход событий. Вот. А по ходу событий я вижу, что король в вашу жизнь входит все-таки. Вот. И, так сказать, встречайте. Единственное, конечно, дома надо не сидеть. Надо выходить, чтобы встретить этого короля. Вот. И давать шанс королям. То есть, например, кто-то приглашает в гости там, или на свидание, а вам не нравится, ну не пойду. А может быть в общении это будет такой интересный человек, что вы даже и не заметите, что вам там сразу не понравилось. Потом это даже будет его изюминка. И такое бывает. То есть давайте шанс королям, пожалуйста, себя проявить. Вам показать себя, да, достучаться как-то. Так, смотрите, идет вам крестовый с любовью, идет вам в далеком будущем все-таки бубновая еще жизнь, возможно, детская жизнь, да, возможно, сейчас показана тоже какая-то будет еще все-таки вам. Ну, смотрите, выпал прямо в любви, идет вам прямо на сердце, ложится крестовый король, ну, замечательно. Вот. И смотрите, ваша любовь, то есть ваши отношения все-таки, видите, приведут к чему? К бубновому валету, к детской карте, да, к маленькой детской карте. Вот это, возможно, даже жизнь этого маленького человека, да. Вот ваши встречи, ваша любовь. Вот карта показывает, насколько это важно будет для вас, да, степень важности. Очень хороший финал. При том, что сам расклад был такой тяжелый, столько пики, просто ужас, да. То финал хороший, дама с королем, в любви, да. Вот она, любовь, вот ваши 2 десяточки, король прямо на сердце. А также прогноз все-таки на будущее, на детскую карту, да. И то, что это очень важно для дамы. Тяжелый вроде бы, тяжеловат такой расклад. Ну, просто пики много. Но там, скорее всего, эта пика просто как в голове, в сердце, на душе. Вот. А потом, когда все начнет меняться, она отходит. Вот в конце уже ни одной пики не осталось. Все отошло. Плохое все отходит, все будет выравниваться. Переездов я не увидела никаких. Вот. А так вообще перемены большие идут в жизнь к вам. Вот такой расклад. Счастья вам, любви, всех благ земных. Пока-пока.